Резкий поворот в карьере Зеленского. Украинцев призвали бороться с коррупцией в центре Киева. Митинг на Майдане. На Западе сравнили Зеленского с Порошенко. Внезапный штурм на юге Украины. Россия пошла в атаку с использованием бронетехники. Битва за город началась. Реакция Киева и критика военных. Кто идет против главкома ВСУ? Россия внезапно обратилась к Западу. Требования и условия поставлено. В Москве заявляют о готовности к ответному удару. Украина готовится открыть границы для мигрантов. В стране придумали, как упростить процедуру легализации иностранцев. Мэр-коррупционер отдает распоряжение из тюрьмы. Необычный поворот в деле градоначальника. Как власть управляет даже из-за решетки. Неразбериха в семье белорусских оппозиционеров Тихановских и какой ответ услышит Баку от Москвы из-за прилета ракеты на территорию посольства в Киеве. Приложение, которое оживит умерших родственников. Детальнее о создании цифровых клонов близких и общении с ними после смерти. Об этом и не только, досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите прямо сейчас лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Украина готова открыть границы трудовым мигрантам. Кабмин уже согласовал проект закона, который поможет упростить и ускорить процедуру получения разрешений на работу и проживание для иностранцев. Об этом пишет нардеп Гончаренко. Вместо двух отдельных документов – разрешение на трудоустройство и ВНЖ – будет единая справка, которая сразу дает право и жить, и работать в Украине, рассказал депутат. Также планируется создать государственный онлайн-портал, где украинские работодатели будут публиковать вакансии, а иностранцы смогут подавать заявления на разрешение дистанционно. Это пока согласовал Кабмин. Дальше рассмотрение должно быть в парламенте. Напомню, после того, как мужчинам от 18 до 22 лет разрешили выезжать за границу, в стране заговорили о дефиците кадров. Украинские компании уже приглашают трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш. В основном это разнорабочие, логисты, водители и сварщики. Однако, как рассказывают работодатели, процесс трудоустройства иностранцев очень затратный и максимально бюрократизирован. Чтобы устроить иностранца на работу, нужно в среднем полгода. Бывший министр иностранных дел Кулеба ранее заявлял, что Украине стоит полностью открыть границы для мигрантов из Азии. Представители Бангладеш, Непала, Индии, Филиппин и Вьетнама с удовольствием приедут, говорил Кулеба. Баку требует объяснений. Азербайджан вызвал посла России на беседу. Михаилу Евдокимову вручили ноту протеста и потребовали немедленных объяснений после того, как российская ракета «Искандер» упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве накануне во время масштабной атаки. Об этом говорится на официальном сайте МИД страны. Там также уточняют, что взрыв разрушил часть стены посольства, повредил здание, служебный транспорт и территорию дипломатической миссии. В Баку заявляют, это не впервые. Азербайджан напомнил российской стороне о целой цепочке ударов, которые за последние годы затрагивали его дипломатические и инфраструктурные объекты в Украине, в частности нефтебазу «Сакар» в Одессе. Баку подчеркнул, что серийный характер ударов вызывает серьезные вопросы о возможной преднамеренности. При этом было отмечено, что ранее российская сторона была уведомлена обо всех этих фактах посредством официальных нот вербальных, а координаты зданий, в которых размещены наши дипломатические миссии на территории Украины, были переданы российской стороне еще в апреле 2022 года, когда российская сторона заверила, что эти координаты будут учтены Министерством обороны России. Алиев уже позвонил в Киев и осудил российский удар, также вспомнив о предыдущих инцидентах. При этом российская госсми ТАСС со ссылкой на неназванный военный источник пишет, что в посольство прилетела ракета «Патриот». Больше на момент записи выпуска никто из официальных лиц России не комментировал этот инцидент. Кто кому и что должен. Пресса пишет о проблемах в коммуникации в окружении оппозиционеров Тихановских. Сергей Тихановский намекает, что офис его супруги сорвал поездку в Лондон на церемонию награждения премии Магнитского в номинации «Выдающийся оппозиционный политик». По словам Тихановского, команда демократической оппозиции умолчала о вручении премии. В результате он не успел получить британскую визу. Напомню, в этом году супруги Тихановские были удостоены премии Магнитского. Эту награду присуждают смелым журналистам, политикам и правозащитникам. Церемония проходила 13 ноября, и при этом Тихановская получила премию и за себя, и за мужа. Организаторы премии были уверены, что я осведомлен и смогу присутствовать. Сами они со мной не связывались, так как ошибочно полагали, что офис Светланы Тихановской поставит меня об этом в известность. Это понятно. Ни один человек в здравом уме не может предположить, что возможна ситуация, в которой мне не передадут такую информацию. Однако, я с сожалением вынужден констатировать,
что атмосферу в офисе трудно назвать здравой. Представители офиса Тихановской в комментарии изданию «Наша Нива» заявили, что Сергей Тихановский знал о поездке, более того, его заранее предупредили о визе. Далее цитата: «Он заполнил документы, виза была оплачена, но, к сожалению, он так и не подался на сдачу биометрии, несмотря на напоминания с нашей стороны». Столицей Албании руководит осужденный и из тюрьмы. Мэра Тираны Эриона Вилиая отправили за решетку еще в феврале этого года за коррупцию и отмывание денег. Однако, несмотря на переговор и тюремный срок, он до сих пор считается действующим градоначальником. Уволить мэра-коррупционера оказалось невозможно, поскольку по закону увольняемый должен присутствовать на заседании Горсовета. Таким образом, Вилиай останется мэром до 2027 года, то есть до следующих местных выборов. Несмотря на абсурдность ситуации, мэр Тираны, находясь за решеткой, подписывает некоторые документы касательно жизнедеятельности Тираны. Например, недавно распорядился украсить город к новогодним праздникам. Образ Зеленского как лидера военного времени запятнал коррупционный скандал в Украине. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Западная пресса подводит итоги масштабного расследования по выявлению крупнейшей коррупционной группировки в Киеве, в которую вошли соратники Зеленского. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что тень этого скандала уже пала на Зеленского, хотя лично он напрямую не увлечен в этой схеме. Но разоблачения задели его политическую уязвимость, говорится в материале. Эти раскрытия представляют собой поразительный поворот для Зеленского. Когда-то он стремился выстроить образ лидера, который сделает политику Украины открытой, сметая богатых инсайдеров, известных как олигархи. Теперь, почти 7 лет спустя после последних выборов и без признаков новых из-за войны, многие украинцы воспринимают его как лидера, действующего внутри небольшого закрытого круга и неограниченного правилами. В Италии же и вовсе произошел спор из-за схем, которые возглавил ближайший соратник Зеленского Миндич, который покинул Украину за несколько часов до начала обысков в его доме. Вице-премьер Италии Матео Сальвини заявил, что дальнейшая помощь Украине может лишь подпитывать коррупцию. Он также выразил сомнение, что поставки оружия способны изменить ситуацию на фронте, и призвал к прекращению войны. Мне кажется, что всплывают коррупционные скандалы, затрагивающие украинское правительство. И я бы не хотел, чтобы деньги итальянских рабочих и пенсионеров использовались для подпитывания дальнейшей коррупции. Я не думаю, что отправка большего количества оружия решит проблему. Мне кажется, что то, что происходило в последние часы с продвижением российских войск, говорит нам, что в интересах всех, прежде всего Украины, остановить войну. В ответ министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал отказ от поддержки Украины абсурдным и считает, что нельзя судить о всей стране по нескольким коррумпированным чиновникам. В то же время одной из авторитетных и уважаемых изданий Германии, Süddeutsche Zeitung, не подбирала выражений. Авторы считают, что Зеленский управляет Украиной как семейным предприятием и что он не выполнил обещаний покончить с кумовством и взятками в стране. В публикации Зеленского сравнивают с Порошенко и вспоминают, как во время предвыборной гонки Зеленский говорил тому, что он не оппонент Порошенко, а его приговор. Однако Зеленский и его клан начали править ничуть не иначе, чем Порошенко. Сегодня Зеленский, вероятно, с треском проиграл бы президентские выборы. Ибо спустя 6 с лишним лет можно утверждать, Украина все так же пронизана коррупцией на всех уровнях. Страна при Зеленском управляется как семейным бизнесом. Своим, в нем позволено все. В Варшаве же заявили, что Зеленского предупреждали следить за тем, чтобы в стране не было коррупции, иначе эту тему могут использовать в своих интересах противники Украины. Премьер-министр Польши Туск при этом заявил, что недавние сообщения о коррупции в высших эшелонах украинской власти ударят по репутации Украины, а возможно и по дальнейшей поддержке. Сегодня этот проукраинский энтузиазм гораздо меньше и в Польше, и в мире. Люди устали от войны, от расходов, и не так легко продвигать поддержку Украины в войне с Россией. Критика безосновательна, уверяют в офисе Зеленского. Глава офиса Ермак заявил, что украинский президент должен быть вне всяких подозрений, ведь это он дал зеленый свет для свободных расследований в стране. Это цитата. А тем, кто хейтит Зеленского, Ермак посоветовал следующее. Давайте послушаем. В то же время Ермак, который постоянно находится рядом с Зеленским, предположил, что некоторые политические силы используют эти расследования, чтобы дискредитировать украинское руководство, а необоснованные обвинения, разрушающие репутацию, могут случиться с кем угодно. Он добавил, прежде чем судить людей, необходимы суды и расследования.
В Германии же уже решили, что вопреки коррупционному скандалу помощь сохранят. Берлин накануне заявил, что выделяет как минимум 150 миллионов евро для покупки американского вооружения для ВСУ. Кроме всего, Германия выделит Украине более 11 миллиардов евро помощи в 2026 году. Правительство согласовало бюджет. В ЕС же считают, что поддержка Украины – это выгодная сделка. И вот почему. Украине потребуется больше финансирования в следующем году. Есть несколько вариантов, но использование замороженных российских активов – самый очевидный способ поддерживать оборону Украины. Это также способ показать России, что время не на их стороне. Поддержка Украины – выгодная сделка по сравнению со стоимостью победы России. В Украине же призвали победить коррупцию на Майдане. Отдельные активисты, в частности глава правления антикоррупционной общественной организации Мария Барабаш, призвала устроить митинг в центре Киева в эту субботу, 15 ноября. Об этом пишут украинские медиа. В то же время общество разделилось во мнении, нужны ли подобного рода протесты во время войны. Одни считают, что это необходимость, другие, что это играет лишь на раскол страны. А что вы думаете по этому поводу? Друзья, оставьте, как всегда, свои комментарии под этим видео. И, как всегда, на этом моменте снова говорю спасибо каждому из вас за поддержку и за участие. А я продолжаю. Внезапный штурм на юге Украины. Россия пошла в атаку с использованием бронетехники. Речь о как минимум 2 десятках машин. Украина заявляет, что отбила это наступление, однако признает, на юге Запорожской области ситуация крайне непростая. ВС РФ делают все, чтобы выбить украинских военных с позиций. Противник продолжает свои штурмовые действия в направлении Гуляй-Поля, пытается оттеснить силы обороны с наших позиций, наносит массированное комбинированное огневое поражение нашим позициям. Однако продвижения он не имеет. При этом российская Минобороны отчиталась, лишь за эту неделю под контроль России перешло сразу 4 населенных пункта и только в Запорожской области. Напомню, Украина подтверждала эти потери, заявляя об отступлении ВСУ. Однако Россия может поднять флаг еще над одним городом. В этом уверена Марьяна Безуглая. Это народный депутат Украины, часто жестко критикующая главкома ВСУ Сырского за провалы на фронте и имеющая неоднозначную репутацию среди украинцев из-за скандалов. Город Гуляй-Поле, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядка в военном управлении и желания президента удерживать Сырского. Попрощайтесь с городом на запорожском направлении. Там объявлена эвакуация людей, его сравнивают с землей, обходят с флангов, и вскоре бои будут уже в Гуляй-Поле. Нашу историю уничтожают россияне, но помогают им некомпетентные командиры и отсутствие политической воли. В Румынии на финишную прямую выходят крупнейшие за последние годы учения НАТО. Заявляется, что 5000 солдат и сотни единиц бронетехники отрабатывали сценарий, в котором на страну-члена НАТО совершается внезапное нападение, и весь альянс обязан встать на ее защиту. В учениях задействованы не только румынские войска, но и контингенты Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга, Португалии, Польши и Северной Македонии. Главная цель – максимально быстрое развертывание союзных сил в случае реальной атаки на восточный фланг НАТО. Альянс заявляет, что учения носят чисто оборонительный характер. Напомню, западные разведки уверяют, что Россия готовит нападение на НАТО к концу этого десятилетия. На фоне всех учений РФ внезапно обратилась к Западу. Москва уверяет, готова отвечать Альянсу, используя все возможности России. Если такая безумная затея, то есть напасть на Россию, все-таки возникает у натовских стратегов, то у них не должно оставаться никаких сомнений в том, что мы будем реагировать, используя все имеющиеся у нас возможности. Об этом регулярно говорит российское руководство. Мы, в свою очередь, мне кажется, уже устали повторять, но, правда, будем повторять вновь и вновь, что планов нападения на страны НАТО не имеем. На этой неделе президент Сербии Вучич заявлял, что все в Европе готовятся к войне с Россией, и на фоне этих событий Сербия, по словам Вучича, оказалась между молотом и наковальней. При этом заявил, что его страна должна вооружаться и уделить внимание обороноспособности, а возможную войну назвал все более очевидной. Россиян лишат мобильного интернета по первому требованию ФСБ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который обязывает мобильных операторов отключать связь, в том числе мобильный интернет, по запросу Федеральной службы безопасности. Предполагается, что в таком случае операторы связи не будут нести ответственность за неисполнение обязательств по договору. В пояснительной записке к документу объясняется цель потенциального нововведения. Далее цитата: «Обеспечение безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму». Конец цитаты. Напомню, мобильный интернет в России отключают довольно часто из-за атак беспилотников.
И напоследок о приложении, по которому можно разговаривать с умершими близкими. Необычную программку презентовал один из соучредителей американской технологической компании Callum Worthy. Суть сервиса проста. Он создает и оживляет с помощью искусственного интеллекта цифровые клоны или аватары умерших. На странице в соцсети X Уорти написал: что, если те, кого мы потеряли, смогут быть частью нашего будущего? И опубликовал ролик, рекламирующий это приложение. В рекламе беременная женщина разговаривает по телефону со своей покойной матерью, а 10 месяцев спустя бабушка, созданная искусственным интеллектом, читает ребенку сказку на ночь. А позже уже повзрослевший мальчик непринужденно разговаривает с аватаром бабушки по дороге домой из школы. Спустя еще 10 лет молодой мужчина также радостно сообщает своей цифровой бабушке, что она скоро станет прабабушкой. Пользователи относятся к приложению с большой осторожностью. Одни утверждают, что создатели сервиса хотят нажиться на чужом горе, другие сравнивают приложение с сериалом «Черное зеркало», в котором скорбящая женщина создает цифровую копию своего умершего любимого, а третьи уверяют, что компания-разработчик якобы собирает изображения покойных, чтобы потом бесконтрольно использовать их для рекламы или других целей. Друзья, каковы ваши мысли по поводу создания такого цифрового клона кого-то из ваших близких, но уже умерших? Оставьте по этому поводу также комментарии. Всем спасибо за просмотр, хорошей субботы. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.